Прошел уже целый год, как Keyplairance официально анонсировали свою новую игру Glitchmore, но в разработке она находится до сих пор. Ice Cream закончился, студии уходят в запой, а новых игр становится все меньше и меньше. Сегодня мы собрались тут, чтобы серьезно поговорить на эту тему и, возможно, раз и навсегда расставить все на свои места. Всем жителям YouTube привет, меня зовут Кирилл, вы на канале КПК Project, погнали! Итак, все из вас знают множество различных студий, которые выпускают хорроры на телефоны и делают это до сих пор. Это, например, куча игр от A-Gaming Plus, Case Animatronics и его сиквел и многие другие. Но давайте признаем, что мы привыкли выделять большую четверку, состоящую из Keyplairance, Euphoria Games, Linking Squad и неофициально Indie First. Девелопера мы брать не станем, ведь он и так легенда, и о нем мы поговорим позже. Важно сейчас то, что с ними происходит и что происходит в целом с хоррорами в мире. Keyplairance, например, выпустили свою последнюю игру аж в 2023 году, и это был Ice Cream 8, который получил обновление летом 24-го. Witchcry 2 мы брать не станем, ведь игра лишь выкладывается от их лица в рамках программы Keyplairance Publishing, где кепки любезно помогают найти аудиторию для игр мелких студий, нуждающихся в помощи, и лишь иногда помогают этим самым студиям в разработке. Например, чтобы в том же Witchcry была хорошая система монетизации, ведь игру делают не за спасибо. Если мне кто-то не верит, то можете посмотреть вот этот ролик на моем канале. Короче говоря, новую полноценную игру от Зеленых мы ждем уже более 1 года, в том числе с момента ее анонса и запуска разработки. Весь контент, который мы получили за все это время, это долбанное обновление в Ice Cream 8, посвященное на данный момент Хэллоуину, Рождеству и Пасхе. Ice Cream закончился, говорили они. Ну а если серьезно, то кроме какой-то странной платформы, где игроки смогут получать эксклюзивные награды и выполнять особенные квесты, мы пока что ничего конкретного не имеем. Теории об игре я рассказывал еще в сентябре, и за это время мы увидели по сути лишь часть геймплея и вот это подвальное помещение. В целом мои теории до сих пор очень даже актуальны и в какой-то мере даже подтверждены. Но не в этом суть. Суть в том, что игру-то на самом деле фигачит уже довольно долго, и кроме сырых и недоработанных локаций мы ничего не увидели. И если вы считаете, что вот эти мыльные текстуры из последнего Keyplairance News это что-то крутое и стилевое, то я даже играть в это боюсь. Но вы реально посмотрите, что это за размазанная дичь. Если это уже готовая версия локации, на что, кстати, и намекают Кепа, презентуя этот шедевр, то я хз на что вообще тратится время и что мы должны ждать от игры. И вот это уже на самом деле, наверное, один из самых интересных вопросов. Об игре мы имеем уже примерно сложившееся представление, мы понимаем примерно в каких границах будет выстроена локация города и в какие места мы сможем попасть. Мы видели злодея, даже на удивление не одного, хотя возможно это просто нейтральные персы. И можно из всего этого сделать вывод, что... А хрен его знает, почему игра делается уже целый год. Типа, я сейчас ни в коем случае не хочу судить игру, когда еще даже трейлер не вышел, но я знаю Keyplairance уже очень давно. Будем честны, вряд ли тут дело в каких-то ультра-мега сложных локациях или персонажах, тут дело явно в сложных механиках. Это именно тот момент, на котором Keyplairance всегда теряют кучу времени, и именно по этой причине им всегда было легче вставлять в свои игры одни и те же фишки, из-за чего очень часто игры становятся быть схожими с точки зрения геймплея. Но тут намного все сложнее. Мы уже увидели эту странную хрень, которая непонятно как двигается, и мы видели, а точнее не видели, как действует злодей. И в целом, если присмотреться, то работы реально еще дофига. Я сейчас не хочу обсуждать то, почему игра делается так долго, а хочу подметить ее важность. А роль ее велика. На самом деле, лично я считаю, что именно от этой игры зависит буквально будущее мобильных хорроров. Окей, я сейчас постараюсь объяснить. Все мы знаем, что хайп страшных игр на мобилке всегда подкреплялся какой-то хайповой темой или персонажем. Например, это был Слендермен, потом благодаря нему в частности появилась Грэнни, и благодаря уже ей началась эпоха Ice Cream. То есть все это время люди, как и не только в случае телефонных хорроров, выпускали свои проекты на фоне хайпа всей
всей этой темы благодаря какой-то залетевшей игре. Я говорю не про всех, но согласитесь, именно благодаря Keyplayers и девелоперу вся эта ниша получает подкрепление, чтобы держаться на плаву и набирать обороты и скачивания. Но вот парадокс. Так, это, конечно, все хорошо. Мне хотелось бы рассказать вам о крутейшем дискорд-сервере Reef. Reef — это уютный уголок для творчества, веселья, отдыха и поиска друзей. Место, где повседневные проблемы и переживания отходят на второй план. На сервере добрые и отзывчивые администраторы. Здесь проводят разные ивенты, смотрят фильмы, озвучивают аниме, поют песенки даже. Также на постоянной основе организовывают турниры с денежными призами и раздают нетрушки в войсе. Каждый сможет найти себе компанию по интересам или тиммейтов в такие игры, как Valorant, CSGO и вообще многие другие. Заходи на Reef, заведи интересное знакомство, а может быть здесь найдешь и вторую половинку. Ссылочка на этот крутой, реально крутой дискорд-сервер в описании под видео. А мы идем дальше. Ну вот парадокс. Ice Cream закончился при учете того факта, что в последних частях и так уже скачивания были ниже, а девелопер непонятно где и спасает положение лишь фанатские игры, которые заставляют людей вспомнить про бабку. Речь сейчас идет конкретно о Granny Remake. И получается так, что именно в последние годы рейтинг мобильных хорроров в Google Play и App Store резко обваливается на фоне потери интереса к этим играм. Если говорить о кепах, то кормил их все это время и более того кормит по сей день Ice Cream благодаря новым обновлениям. И если сейчас выйдет Glitchmore и он не зайдет, провалится, не окупится и не сможет стать основателем какой-нибудь новой саги, то плохо будет всем. И в первую очередь, конечно же, Keyplayers. Почему я так думаю? Да потому что хайп уже сошел на нет, и новой тучи игроков, как это было раньше, уже не будет, даже если игра окажется мега качественной и реально темной и страшной. Конечно, это тоже влияет на рейтинг, безусловно. Не все люди играют в дерьмо, но все же давайте признаемся, что Ice Cream полюбили не совсем за его качество. Например, опрос моих подписчиков показывает, что люди вообще любят рода и сюжет игры. И все. Того хайпа уже не вернуть. И если Keyplayers провалится с этой игрой, сколько бы они ее там не разрабатывали, то им придется что-то делать. И вероятнее всего они либо воскресят мороженщика, типа скажут, что это ни в коем случае не лицемерие с их стороны, это New Adventure, Scary Game, Ice Cream 9, December 15, Tomorrow, да, и все такое. Либо сделают Мистера Мита 3. Да, я просто очень хочу его. Либо что-то еще. Они умеют выбираться из ямы, мы это знаем. И окей, я ни в коем случае не хочу быть пессимистом и говорить вам, что игра обязательно провалится только по той причине, что там нет мороженщика, который сам по себе-то хайпанул только потому, что была эпоха всех этих игр. Нет, я говорю как может быть, проверяя все версии всех событий во всех вселенных. В целом с зелеными все понятно, но не забывайте, что это может еще и отразиться на других студиях. Euphoria Games тоже, как мне кажется, офигеет от таких кибермувов. Вот, конечно, Linking Squad красавчик, и в данный момент он уже зациклился далеко не на хоррорах, поэтому его не расшатает никакой ветер. Он красава. Indie Fist, я даже про них не знаю, что и говорить. Вообще не понимаю, почему люди в целом чего-то ждут от него. Типа в прошлом году он обещал выпустить 5-ю часть Smalling X-Corp, выпустил весной экспериментальную игру в формате поиска аномалий, чтобы похайпить, и все, больше новых игр у него не выходило по сей день. Да и вообще, я думаю, что в ближайшем будущем мне в целом нечего будет про него рассказывать. Реально. Ну да ладно, короче, что по итогу я хочу сказать. В данный момент мы можем наблюдать то, как потихоньку скатываются не только хорроры, но и сам по себе мобильный гейминг. Возможно, это связано с тем, что самые популярные игры не получают никаких продолжений или обновлений, или просто уже стали неинтересными. А возможно, люди просто устали. Устали от однотипных механик и управления. Сейчас мало каких-то новых персонажей и игр в целом, которые наводят суету повсюду. В целом вы уже выросли, а новое поколение уже не признает каких-то там Keyplayers. Но мобильный гейминг все еще на плаву и способен удивить новыми харизматичными персонажами, поскольку в нынешнее время сделать это не так уж и трудно. Главное, чтобы завирусилось. В целом, этим роликом я лишь хочу открыть вам глаза на то, в каком положении сейчас находятся все игры и чего ждать в будущем. И в целом я не говорю, что все скатилось. Разумеется, каждый из нас ждет перемен, и не отсоя. И надеется на разработчиков, которые, я уверен, придумают новый и классный игровой опыт для всех. Вопрос все еще открыт и ждет вашего обсуждения в комментариях. Как вы считаете? Действительно ли все идет коту под хвост, или же вы считаете, что все еще впереди?
А может, для кого-то вообще ничего не изменилось. Вот такой поворот сюжета, а я вас оставлю наедине. Прямо сейчас я делаю Абонента 2. Что происходит? Абонент 2. Кибермост. Подписывайтесь на мой ТГ-канал, чтобы узнавать подробности. А на этом я это видео заканчиваю. Ждите Абонентика 2, скоро выйдет. А пока что пока-пока. До скорого. Все музыка.